Здравствуй. Рад видеть тебя, мой замечательный зритель. Я расскажу тебе две сказки. Сас, я не знаю, Сас, что пока я не умеешь читать. И даже я букв не знаешь. Но их не нужно выучить. И я тебе в этом не помогу. После сказки. Stop clapping for his bitch ass. Иногда послушать жабу прилетали мухи. Мухи не любили музыку. Жаба не любила мух. И потому она переставала играть на дудке, чтобы срать вкусную жирную жопу. Мухомор нашел в лесу брошенный жабой рисунок. Сильный лис. А теперь, как не договорились, Ты начинаешь учиться читать и писать. сначала я не расскажу, для чего нужно знать буквы. Буквы – это буквы, например, С-А, С-А. Это звук. А как его записать на бумаге? Жаба – это не слово. Муха – тоже не слово. Вот послушай. Для каждого звука придумана буква. Здравствуй. Напишешь нужные буквы, получишь нужное слово. Для звука Ж – букву Ж. Для звука Итак, весь алфавит. Ага. Ты ведь знаешь, что такое алфавит. Здравствуйте. До свидания. А вот и мой помощник Файл. До свидания. Файл, очень приятно. Мне просто терпится поделиться с вами информацией. Вот, например, могу помочь написать слова «жаба» и «жаба». Да, мы уже не знаем. Итак, начнем. Жа-аш-ба-ба-ма-ха-ха. Вы уже не знаете букву А. Мы и букву Ж не знаем. Нет, прекрасно. Ансарки, прекрасно. Нет, Пишем сюда букву Ж. нет, Смотрите. Смотрите. нет. Стоит вам выучить еще одну букву Б. Ба-ба. Переходим к следующему слову. Слово м-ха-ха. А мы не знаем, но теперь нам необходимо запомнить еще целых 3 буквы. Ха-ха. Теперь мы читаем. М-а-м-а-ха-ха. До свидания. Я неплохо отдохнула, пока вы трудились. Давайте не договоримся. Вы уже не знаете 6 букв Русского алфавита. Выучим еще 6 или 6 букв. И я расскажу вам еще одну сказку. Какие? Какие буквы вам предложить из первой нашей сказки? Мухомор – это грб. Грб. Кстати, я могу вам подсказать, как легче не запоминать буквы. Вот первое. Г. Похоже на... Ну, конечно, это гусь. Гусь. Г. Не очень похоже. Не согласен. А большой? Ну, немного похоже на... Тростишку! Хотя стрелять из такого неудобно. Представить можно, но вот как не запомнить букву? А теперь слово из 5 букв. К. Звучит, а называется К. А на что похоже? Да на К и похоже. Половинка буквы Ж. Довольно много для первого урока. Интересно, а какие слова можно сложить из этих 11 букв? Если не подумать, на что похожа буква Е. Даже если долго думать, по-моему, ни на что. Черт меня дернул придумать такую игру. На что похожа буква? То есть очень удивляется. Мы теперь не можем написать слово «воздух». А вот и нет. Не знаем букву «з». Нет, смотрите. Про все, что растет и живет в лесу, мы не поговорили. Плясать умеем. На лестницу стремянку? Вы так думаете? Не думаю. Обещанная сказка. Как ты не думаешь, на что она не похожа? Es un caramelo. Pero que me dañe. Не знаю. Ну, мы просто не запомним, как пишите. Г, Е, Йл. Внимание. Свинья. Слышите, как произносится? И теперь осталось мне выучить только букву Я.
Ну что ты тянешь, пиши уже. Если бы я не объяснил, для чего нужен мягкий знак, у нас бы получилось свина и обезьяна. А это правильно. Нет, согласен. Нет, продолжай. Буква Я. Нет, слышите? В этой букве сразу два звука. Я. Ты только появился, а уже помог выучить целых 7 новых букв. Спасибо. Пока. До свидания. Дальше я сос. Попробуй мне написать сразу по два слова. Это папа. Это грб. Это место в СУС. А записать слово папа можем. Не знаем букву папа. В других частях леса деревьев наоборот очень много. Нет, говорят же. Или слово какашка. Перепутаешь их и назовешь бабочку своим папашкой. Очень внимательно. Это может получиться вот так. А мы знаем, что трава и трава — это не одно и то же. Папа. Можем написать попуг, но в наших сказках попуг было. Но если хочешь заспапл, здесь целых 2 П. Итак, ты нет, выучил алфавит. И назовем вслух все выученные буквы по очереди. Но это еще не все. Пока ты знаешь только печатные буквы, как в книге. Не станешь же в письме рисовать каждую буковку. А когда сам захочешь что-то написать, будь внимателен. И забывай о вирусе. Вируса гриппа. А наш сегодняшний урок закончен.